Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что Mercedes-AMG S63e Performance может похвастаться мощностью. Благодаря новой гибридной трансмиссии S63e Performance станет самым мощным S-классом. Mercedes-AMG еще не отказывается от своих двигателей V8, но фокусируется на электрификации как на ключевом элементе своего плана производительности. Примером чего является новый Mercedes-AMG S63e Performance. Основанный на 4,0-литровом V8 секунд двойным турбонаддувом AMG, S63e будет иметь электрический двигатель на задней оси мощностью 188 литров. Фунт крутящего момента. Гибридная система P3 также учитывает обновления в динамике управляемости и торможения с этапами рекуперативного торможения и векторизации крутящего момента электронного двигателя, а также рулевого управления задними колесами. Mercedes-Benz в целом является производителем предметов роскоши, даже с добавлением более доступных моделей, таких как А-класс. Но одна из расставленных в алфавитном порядке модельных рядов Штутгарта стоит выше остальных – седан S-класса с большим кузовом. За исключением агрегатов марки Maybach. S-класс считается эталоном мягкого и бесшумного салона, который требуется VIP-пассажирам. Однако не заблуждайтесь в том, что S-класс – отличный исполнитель, особенно когда в дело вмешивается AMG. Именно это и происходит в 2023 году, модельном году, с выпуском нового Mercedes-AMG S63e Performance. В последний раз мы видели S63 в 2021 году, когда было выпущено купе C217 и шасси с откидным верхом, были оснащены 4,0-литровым двигателем V8 секунд двойным турбонаддувом. Почти 3 года спустя паспортная табличка S63 была преобразована в четырехдверный седан с электрифицированной версией того же 4-литрового двигателя V8 секунд двойным турбонаддувом. На пике своего развития новый гибридный силовой агрегат P3 развивает мощность 791 лошадиной силы. В 2023 году, модельном году, Mercedes-AMG прикрутил к задней оси синхронный электродвигатель мощностью 188 лошадиных сил. Электродвигатель работает независимо от двигателя V8 и традиционной 9-ступенчатой трансмиссии с несколькими сцеплениями благодаря двухступенчатой трансмиссии с электрическим переключением. Хотя пара трансмиссий работает вместе в случае проскальзывания задней оси, чтобы передать мощность на передние колеса. Редукторная конструкция электродвигателя предназначена для дополнительной подачи мощности во всем диапазоне мощности двигателя с ДВС, переключаясь на вторую передачу на скорости 87 миль в час. Чтобы заполнить пробелы в наддуве с турбонаддувом, в сочетании с переменным полным приводом AMG Performance 4 MATIC+, модель может разогнаться до 100 км в час за 3,2 секунды. В конечном итоге, достигнув максимальной скорости, ограниченной электроникой, на уровне 180 миль в час. Созданная на основе предыдущей высокопроизводительной батареи HP-B80. Новая литий-ионная батарея емкостью 13,1 кВт-час обеспечивает вдвое большую емкость, чем ее предшественник. Это увеличение позволяет дополнительно увеличить мощность с постоянной мощностью 94 лошадиные силы. Для контекста пиковая мощность нового S63e Performance составляет 791 лошадиную силу.
Но постоянно доступное число будет ближе к 697 лошадиных сил. Как пиковые, так и непрерывные показатели мощности важны сами по себе. Но особая конструкция батареи также способствует долговечности модели. Мерседес говорит, что батарея расположена над задней осью, чтобы более равномерно распределить вес по 17,5-футовому седану. Чтобы охлаждать эту систему, Мерседес разработал запатентованную охлаждающую жидкость на основе неэлектропроводной жидкости, которая течет по всем 1200 ячейкам. При этом модель вмещает около 3,7 галлона и специальный электрический насос для распределения жидкости. В результате средняя рабочая температура батареи должна оставаться в пределах 113 градусов по Фаренгейту, что увеличивает срок службы и производительность батареи. Стремясь к электрификации ради производительности, компания также применила ее во всех аспектах автомобиля. Благодаря 3 уровням рекуперативного торможения и режиму полностью электрического привода, доступному на скорости до 137 км в час, новый AMG S63e Performance станет самым мощным и технологически продвинутым из всех. На автомобиль также была установлена акустическая система оповещения о приближающемся электромобиле, которая помогает предупреждать пешеходов о приближающемся электромобиле с помощью низкочастотных звуковых волн. Привлекательность и класс продукта S-класса всегда заключаются в деталях. В этом случае Mercedes установил специальное оборудование, чтобы обеспечить одновременное соответствие эталонным показателям производительности и стандартам роскоши. Например, S63e Performance будет первым в своем роде с активными опорами двигателя, использующими подшипники и набор датчиков вибрации, чтобы смягчить или ужесточить соединение двигателя с шасси в зависимости от дорожной ситуации. Кроме того, для повышения жесткости накручения были добавлены алюминиевый стабилизатор и диагональные стойки днища. Регулируемая подвеска с адаптивными амортизаторами входит в стандартную комплектацию, как и активная стабилизация крена. Это АМГ после всего. Однако уникальной динамикой шасси модели является система векторизации крутящего момента, доступная через электродвигатель. Вместо традиционного вмешательства электрического контроля устойчивости проскальзывания на одном колесе можно устранить, уменьшив крутящий момент от электродвигателя к этому одному колесу. Также доступны 3 различные настройки рулевого управления благодаря передаточным числам рулевого управления с изменяемой геометрией. А управление задними колесами является стандартным с углом поворота до 2,5 градусов. Сочетание традиционных характеристик производительности и новых электрических технологий является признаком того, что старомодный AMG меняется, и электрическое будущее теперь достигает всех отраслей промышленности. Точно так же растут стандарты безопасности, и передовые системы помощи водителю становятся стандартом даже для самых простых автомобилей эконом-класса. В случае S63e Performance набора EDES представляет собой рядовые функции, такие как помощь в слепых зонах, экстренное торможение и помощь в удержании полосы движения. Тем не менее, применение этих систем является уникальным немецким. Активная помощь при рулевом управлении доступна на скорости до 130 миль в час, а активная помощь в удержании полосы движения доступна на скорости до 155 миль в час. Усовершенствованные системы помощи водителю готовы к работе на автобанах, по крайней мере, в Mercedes так думают.
Внутри нового S63e Performance как пассажиры, так и водители найдут знакомый набор плюшевых кожаных сидений, персональные информационно-развлекательные экраны и кабину водителя, характерную для AMG. Звук обеспечивается системой Dolby Atmos с внутренним звуковым оформлением на 360 градусов. В целом внутреннее убранство и внешний вид S63e Performance кажутся модернизированными, сохраняя при этом уровень простоты и класса, которые уже давно характерны для дизайна Mercedes-AMG. Со значительно измененной трансмиссией и погружением в мир электрификации, сделать модель знакомой. Вероятно, разумный шаг. По мере того, как автомобили становятся все более дорогими, рекомендованная производителем розничная цена таких моделей, как S63e, вряд ли мыслима для среднего потребителя. Но за трансмиссией и технологией аккумуляторов стоит продолжать следить. В автомобильном мире технология просачивания является обычным явлением, поскольку команды разработчиков находят способы использовать уже разработанные системы во всем модельном ряду. И мы можем только надеяться, что то же самое верно и для будущих продуктов Mercedes. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.